Приветствую всех! Сегодня поговорим о влиянии походки на речь. И есть ли такое влияние? Поделюсь интересным клиническим случаем. У меня на приеме был мальчик 2 года и 2 месяца, который пришел с жалобами на задержку речи. При опросе мамы выяснилось, что никаких проблем, кроме речи, у ребенка не было. Но я обратила внимание, что ребенок ходит, пошатываясь, не удерживает одну линию. Когда он побежал, мама постоянно контролировала его ходьбу и боялась, что он запнется об какую-то игрушку. Далее мы обратили внимание, что когда берет он игрушку, он не попадает в колечко, а когда строит пирамидку, не может ее надеть. То есть долго ищет то положение руками, идет нарушение мелкой моторики рук, чтобы попасть ровно в отверстие. А когда мы встали на весы, то посмотрели, что ребенок придерживается за стеночку, и при поднятии на весы он споткнулся. То есть неуклюжесть проявлялась не только по хождению по ровной поверхности, но и когда он поднимался по какой-то ступеньке. Итак, что это? Это мозжечковая недостаточность. Да? Структуры мозжечка у нас расположены в головном мозге в задней черепной ямке. Включают они в себя 2 полушария и ствол. И вот при нарушениях координации чаще всего патология заключается в мозжечке и в нарушении его связи с корой головного мозга и с подкорковыми структурами. Это очень часто бывает у детей с гипоксией, а также детей, которые получили травму. Это были быстрые, может быть, роды, дискоординация родовой деятельности или, наоборот, длительные роды. До года обращает на себя внимание немножечко задержанные сроки моторного развития. Например, мальчик сел не в 6 месяцев, а в 8. Когда сидел, он придерживался рукой, чтобы не шатало его. У него был низкий мышечный тонус, круглая спинка, когда он сидел. Позже пополз. А к году такие детки еще не ходят. Или, начиная ходить, падают, боятся, и потом 2 месяца, 3 месяца проходит перерыв, прежде чем ребенок начинает ходить сам. Как он ходит? Он ходит, придерживаясь либо за мамину руку, либо за поверхность. И в основном это происходит, походка самостоятельно формируется к году и 2, году и месяца, то есть уже после года. Конечно же, мозжечок – структура, отвечающая за координацию, за мышечный тонус, за удержание равновесия, за прямохождение, за координацию не только работы головы, рук, ног, но и языка, потому что у языка есть тоже, собственно, координация и поза удержания. Так вот, мозжечковая грубая недостаточность может входить в рамках дизартрии, мозжечковой дизартрии и нарушений моторики. А вторая причина задержки речи – это низкий мышечный тонус у таких деток. Так как он низкий в руках и в ногах, то также может быть и низкий в языке. Но что же делать? Ну, прежде всего, значит, это помощь невролога, да? То есть здесь должно быть комплексное лечение, направленное на устранение симптомов мозжечковой недостаточности. Это нейротрофная терапия, сосудистая терапия, это препараты холина, которые улучшают функцию мозжечка, это витамины группы В. И все вот связано с медикаментозной частью. Обязательно остеопатические техники. Остеопат своими движениями должен выровнять эту ось, которая была нарушена, вероятно, всего до года. Кроме остеопата, это массаж, укрепляющий верхний плечевой пояс, спину, и общий массаж, это физиопроцедуры, это парафиновые аппликации, это магнитолазер, это электрофореза со спазмолитиками, это амплипульс. А также вы можете сделать что-то и дома. Например, это прыгание на батуте, это прыгание на ножках, это хождение по бруску, по ровной поверхности, это хождение по полусферам, это хождение по ортопедическому коврику. Тут важно соблюдение именно линии, чтобы не шатало в стороны. Очень хорошо оборудованные детские площадки. Иногда вы видите там подвесные мосты, иногда мы видим бруски, по которых можно ходить. Вот это все тоже будет укреплять мозжечок. Ну и перестать контролировать ребенка, давать ему больше самостоятельности, давать ему больше движений, то, что можно сделать в своих естественных условиях.
Поэтому мозжечок очень важная функция, отвечающая не только за равновесие, но и за речь. И если ваш ребенок неуклюжий, если у него есть мышечные снижения мышечного тонуса, если у него идет задержка речи, а проявляется она в основном тем, что ребенок говорит либо открытым слогом, употребляя гласные, либо не полностью выговаривает слово, и тогда у него нет твердых звуков, да, то есть не идет язык кверху, к верхнему небу, не может сформировать именно постановку звука, не удерживает позу, и вот это будет являться причиной задержки речи. Поэтому обратите особое внимание на походку и на моторику своего малыша. Спасибо за внимание.